Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Бабушка Руфа встала сегодня пораньше. Ей надо было собрать свежей клубники и выйти к трассе, чтобы занять место в тени около остановки. Она жила одна, и пенсии ей хватало в натяжку. Вот и носила клубничку с огорода на продажу. Потом будут овощи и другие ягоды. Деревня, в которой она жила, была достаточно большой. В основном жили старики, но были и помоложе. От этой деревни не так далеко до города, и поэтому в последние годы многие кто начал строить там свои дома. На ее улице жили в основном старики. Сосед, Степан Николаевич, часто помогал ей с чем-то по дому. Сама бабушка жила одна. Мужа похоронила давно, а деток у них не было. Собрав клубники, сразу по нескольким маленьким ведерочкам, она сложила все в корзину и пошла. Когда подходила к остановке, то поняла, что кто-то уже сидит в том месте, куда она собиралась. Эх, надо было встать еще пораньше. Но ничего. Небольшой зонтик, немного, но закроет от солнца. Когда она подошла поближе, то увидела, что там сидит девушка с ребенком. Увидев бабушку с корзинкой, та сказала: «Простите, вы, наверное, тут кирпичики для себя сложили, чтобы сидеть. Я сейчас уйду. Просто лавочки сломаны, а мне надо было передохнуть. Сиди, дочка. Хочешь клубнички?» «Спасибо, но у меня нет денег». Бабушка достала одно ведерко и протянула ей. «Не надо денег, а то вон какая бледная. Тебе нужны витамины, чтобы силы были». Она достала маленький складной стульчик и присела рядом, но поближе к дороге. Сегодня ей повезло, и первая остановившаяся на машине женщина купила сразу всю клубнику. Она собиралась уходить, но ей не давал покоя вопрос, что тут делает девушка, ведь рейсовый автобус уже подходил, и она не уехала. «Дочка, а ты куда едешь?» «Не знаю», – тихо сказала она. «Ты не помнишь, где живешь?» «Нет, просто у меня больше нет дома». «Как тебя зовут?» «Я Тоня, а сынишка Петя, а я баба Руфа. Значит так, вставай и пойдем ко мне, я вас завтраком накормлю, и ты мне все расскажешь. Да не бойся, живу я одна, а в доме есть еще комната, не обижу». Тоня покорно встала, закинула небольшую сумку на плечо и пошла за бабушкой. Зайдя в дом, она достала баночку с детским питанием, покормила Петю и, уложив его спать, пошла на кухню. На кухне стоял аромат свежих блинчиков и чая. В животе предательски заурчало. Позавтракав, она поняла, что ее глаза закрываются. «Так, иди ложись к сыну. Отдохнешь и потом поговорим. Если проснешься и меня дома нет, то значит, я на огороде». Тоня была рада, что сейчас ей не надо ничего рассказывать, а можно прилечь. Она с сыном поспала часа 2. Он тоже устал за эту ночь, и внеплановый сон в теплой постели был ему полезен. Бабушка Руфа была на кухне и смотрела телевизор. Проснулись, а я тут на обед борщ поставила вариться, а для мальца картошечки сварила и курочки немного. Ему же уже это можно? Спасибо. Да, можно. Пете почти годик, и он ест вареные овощи и мясо. Ну и хорошо, а то всякой химией из банок кормить, когда тут вон все свое есть. Ну рассказывай, девонька, как ты тут оказалась? Да рассказывать особо нечего. Жила я в соседней деревне с мамой и отчимом. Когда мамы не стало, и житья мне в доме не было. А вчера вечером отчим так напился, что выломал дверь в нашу с Петей комнату. Сынок так испугался и закричал, что тот ушел. Я понимала, что это ненадолго, собрала, что смогла унести, и убежала. А отец у мальчика есть? Есть, но он о нас не знает. Я с ним в городе познакомилась, когда училась на медсестру. За 2 месяца до защиты диплома поняла, что беременна. Пошла ему рассказывать, но его дома не было. Зато дома была его мама.
Я никогда ей не нравилась, и когда она узнала, что я беременна, то сказала мне, чтобы и не смела говорить ее сыну. Понимаете, они очень зажиточные люди и все могут. Вот она и сказала, что если не скроет с глаз, то сделает так, что ее сын похоронит любимую. Я испугалась за свою жизнь и малыша. Вениамин бы нас не бросил, узнав о беременности, но его мама страшная властная женщина. До этого мы хотели с ним пожениться, как только я получу диплом, и уехать подальше от его родителей. Отец у него хороший, но он сделает так, как скажет жена. Баба Руфа качала головой. А учебу ты закончила? Да. И сразу после получения диплома уехала домой. Веня еще звонил и приходил, пока я была в городе. А потом он не знал, куда я уехала. Да и сказала я ему, что у меня есть другой. Кучу гадостей тогда наговорила, лишь бы не стал искать. Тонечка, у меня есть для тебя предложение. Оставайся жить со мной. Места нам хватит. Родных у меня нет. Я за Петенькой присмотрю, а ты можешь работать в фельдшерском пункте. Михалыч, наш терапевт, только недавно жаловался, что его медсестра в город уехала, и он остался один. Всем скажем, что ты внучка моей троюродной сестры. Ну что скажешь? Баба Руфа, я не знаю, как и благодарить вас. Я все-все делать буду. Вечером они вместе сходили к Михалычу. Тот был рад, хоть у девушки и не было опыта работы. А потом они все вместе поливали огород. Старый пес-дружок взял шефство над малышом и присматривал, чтобы тот не ходил куда нельзя. Степан Николаевич увидел, что соседка не одна. «Руф, а кто это у тебя?» — крикнул он из-за забора. «Привет, Степ! Знакомься, это моя троюродная племянница, Тонечка, ее сынишка Петя. Она теперь будет медсестрой у нас в деревне». Степан Николаевич был рад, что теперь есть медсестра, а еще больше был рад, что соседка теперь не одна. «Приятно познакомиться, Тонечка. Сейчас я вам кое-что принесу». Он вернулся минут через 20 с мешком. «Ты что, в Дед Мороз заделался?» «Да нет, тут игрушки. Они, конечно, старые, но машинки еще ездят». Петя был рад, а женщины стояли и улыбались, глядя на то, как дедушка показывает, как катать машинки. Прошел год. Тонечка убежала на работу, а баба Руфа вместе с Петей пошла продавать клубнику. Она была очень рада, что теперь не одна. Да и скучать этот малец не дает. Уже тянется во всем помогать, и ему кое-что разрешают делать в огороде. Вениамин сегодня наконец-то узнал, куда уехала его любимая. Он бы и раньше узнал, но не хотел этого. А тут мама рассказала правду о его любимой. Не хотела она уходить из этого мира с таким грузом. Не сразу решилась, но, поговорив с мужем, решила сделать это сама, пока может. Потому, как он сказал, что тогда расскажет сам после ее смерти. Ее съедал рак, и сколько оставалось, было неизвестно. Поэтому она позвала сына и рассказала о том, как приходила Тоня, и о том, что она была беременной, а также, как прогнала ее и чем пригрозила. И вот он ехал по дороге и думал, что скажет своей любимой. Несмотря на то, что она ему тогда наговорила, он продолжал ее любить, но не искал из гордости. Хотя больше это была, наверное, гордыня. Он ругал себя, на чем свет стоит, но время назад не повернуть, а вот изменить настоящее он был в силах. Когда Вениамин подъехал к нужному адресу, то вышел из машины на трясущихся ногах. Перед ним было пепелище. Он просто стоял и смотрел, пока не услышал рядом голос. «Что ты тут стоишь, как вкопанный?» Он обернулся и увидел женщину лет 40. «А вы знаете, что случилось с семьей Афоновых?» «Как видишь, нет семьи. Степка совсем запил и спалил дом. Уснул с сигаретой. Полгода как похоронили».
Степка, это муж Тони? Ну тебя, это ее отчим. А Тоня? Тоня тоже? Нет. Она пропала за полгода до этого. Мы даже участкового вызывали. Думали, Степка убил ее и мальца. Но тот не сознался, а улик не было. Говорил, она сама ушла. Значит, она жива? А малец — это сын? Сынок ее. А жива или нет, кто знает. Женщина развела руками и ушла. На подгибающихся ногах Вениамин сел в машину. Сын. У него есть сын. Но где он и Тоня? Он ехал обратно медленно. Подъезжая к соседней деревушке, увидел около остановки бабушку с малышом, торгующих чем-то. Он всегда был добрым и старался покупать у таких бабушек даже то, что ему не нужно. Вот и сейчас ему захотелось сделать доброе дело. Он остановил машину и подошел к ним. Оказалось, бабушка продавала клубнику, и у нее осталось последнее ведерочко. Он купил, и аромат клубники вернул его в детство, когда он сам собирал с бабушкой клубнику. Специально дав крупную купюру, он ушел, не взяв сдачи. «Внуку купите что-нибудь? Спасибо». Приехав домой, он сидел на веранде и ел клубнику. Почему-то глаза этого мальчика не выходили у него из головы. Что-то в его взгляде было ему знакомо. А может, он просто так накручивает себя из-за того, что узнал о сыне. Но все равно эту ночь он никак не мог уснуть и решил завтра поехать и проследить за бабушкой с мальчиком. Но на следующий день их не было на остановке. Возможно, он приехал слишком поздно, ведь к утру все-таки уснул и встал позже, чем планировал. Он подъехал к деревне и решил спросить в магазине о бабушке, ведь магазин – это то место в деревне, в котором знают о всех жителях. Но пока он петлял по улочкам, то увидел, как идет бабушка и держит за руку мальчика. Они его не видели, так как он был позади них. Зачем-то он остановил машину и решил дальше проследить пешком. Бабушка и мальчик зашли во двор, в котором стоял небольшой, но ухоженный дом. «Молодой человек, вы кого-то ищете?» Это был бдительный Степан Николаевич. Он заметил незнакомца. «И ищу, и нет». «Это как?» «Простите, так-то ищу, но навряд ли здесь найду. Просто вчера купил клубнику у этой бабушки, и малыш показался мне знакомым. А где его мама? Вон она идет». И он показал в сторону. Вениамин стоял и не мог поверить своим глазам. К нему навстречу шла Тоня, живая и невредимая. Когда она его увидела, то улыбка сошла с ее лица. «Что ты тут делаешь? Уезжай!» «Тонечка, внучка, ты его знаешь? Мне его прогнать?» «Подождите». Вениамин встал на колени. «Пожалуйста, выслушай меня, а потом решай, что делать». «Не здесь», — сказала она. «Пошли». Степан Николаевич пошел с ними. Тоня попросила его побыть на улице с бабушкой и Петей, а сама завела Вениамина в дом. «У меня мало времени. Говори, зачем приехал?» «Я все знаю. Моя мать умирает и все рассказала. Она ничего не сделает ни тебе, ни ребенку. Я люблю тебя. Как ты нас нашел?» «Сам не знаю. Вчера был в твоей деревне. Там увидел пепелище. Твоего отчима похоронили односельчане, а о тебе не знали. На обратном пути купил клубнику у бабушки, и у меня малыш не выходил из головы. Поэтому сегодня приехал, чтобы их найти. Он мой сын?» «Да. Петя – твой сын». Они вышли вместе во двор, и Тоня разрешила ему пообщаться с сыном. «А можно я завтра еще приеду?» Тоня кивнула. Он приехал, как и обещал, и приезжал каждый день. Бабушка Руфа и Степан Николаевич радовались за молодых. Единственное, что огорчало бабу Руфу, это понимание, что Тоня с Петей уедут. Ведь Тоня с сыном ездили в город к матери Вениамина, и Тоня простила ее.
а также познакомилась с внуком. Сегодня Вениамин был чересчур взволнованным. Вечером, когда все сидели во дворе и пили чай, он встал и подошел к Тоне. «Тонечка, милая моя, выходи за меня замуж. Я больше не могу и минуты прожить без тебя и Пети». «Я согласна. Но я не хочу уезжать в город. Здесь моя семья и работа, которую я люблю». «А и не надо уезжать. Я купил дом через несколько улиц, и мы будем ходить друг к другу в гости». Все были рады, и, как говорится, свадьбу гуляли всем селом. А еще Степан Николаевич наконец-то признался бабушке Руфе, что любит ее, и она ответила тем же. Ведь любви все возрасты покорны, а когда рядом есть внуки, то и душа молодеет. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.